Всем огромный привет! Меня зовут Света, добро пожаловать на мой канал. Я учусь в Каролинском медицинском институте в Стокгольме на токсиколога. И сегодня хочу поговорить с вами на такую актуальную осеннюю тему, а именно прививка от гриппа. Надо ли делать? Если вам интересно, продолжайте смотреть. Любая тема, касающаяся прививок, это обычно такая горяченькая тема, в которой есть очень много сторонников, много противников. Да, противники обычно более громкие, нежели сторонники. Ну, здесь я не буду углубляться в эти материи. Когда мы говорим о таких болезнях типа кори, да, которые очень заразные, могут привести к очень плачевным последствиям, то здесь, конечно, уже это вопрос не личного мнения, а вопрос общественной ответственности. Да? Но в случае с прививкой от гриппа, в принципе, она не является настолько критичной, да, как некоторые другие прививки, поэтому, в принципе, человек может взвесить все за и против и делать эту прививку или не делать. И, естественно, у меня есть свое личное мнение на этот счет. Да, я, конечно, считаю, что если прививка есть, то ее надо делать, но в данном случае мое мнение личное, оно значения не имеет, так же, как, наверное, и личное мнение других людей, да, которые заняты в этой области, да, науки. Важнее именно какие-то медицинские факты, и мы их сегодня с вами рассмотрим. Я уверена, что все вы знаете, что грипп – это вирус, да, вирус инфлюенса, и он очень быстро мутирует. Именно поэтому прививку от гриппа переделывают 2 раза в год. В смысле, переделывают и те, кто ее разрабатывают. По сути, мы 2 раза в год имеем уже новую прививку. Происходит так называемый антигенный дрифт, antigenic drift, да, если говорить о вирусе. То есть постоянно его структура меняются штаммы, да, и нужно постоянно следить за тем, какие штаммы сейчас в ходу, и уже на этой основе делать прививку. Вирус гриппа отличается от некоторых других вирусов своей сезонностью, то есть, в принципе, им болеют обычно в холодное время года. Циркулирует он по планете, в общем-то, круглый год, и им болеют там, где в данный момент холодно. Да, то есть мы зимой болеем им, а люди в южном полушарии болеют тогда, когда у нас лето. То есть, по сути, этот вирус всегда присутствует, и он имеет такую большую достаточно свободу мутировать, да, потому что он постоянно перескакивает от одного человека к другому. Но ученые постоянно следят за тем, что с этим вирусом происходит, и в течение года разрабатывают 2 раза новую прививку. Как правило, эти штаммы бывают подобраны очень удачно в эту прививку, да, и она достаточно эффективно защищает нас от гриппа. Но бывают, конечно, такие не очень удачные годы, и штаммы такие не совсем идеально подобраны. Но даже в таком случае может быть кросс-реакция иммунной системы, да, даже если штамм не совсем тот, все равно похожий штамм у нас когда-то циркулировал, да, в виде прививки, и организм может распознавать этот новый штамм, даже если в прививку он включен не был. Да? Но, конечно, эффективность в таком случае, эффективность вакцины снижается. Существует 2 вида вакцины от гриппа. Одна из них содержит неактивные компоненты вируса, да, то есть сам вирус не содержит, а другая содержит ослабленный вирус. Этот второй тип вакцины, да, с ослабленным вирусом не рекомендуется делать людям из групп риска, да, которые я перечислю позднее. То есть ее можно делать, например, взрослым, здоровым людям. А первый вид прививки, неактивную, можно делать всем. Что касается эффективности прививки, здесь нет каких-то очень достоверных данных, да, потому что есть, естественно, результаты клинических исследований, да, когда уже на группах контрольных и на, собственно, группах
которым давали прививку, да, делали прививку, отслеживают, сколько там заболело, сколько нет. И результаты таких клинических исследований достаточно обнадеживающие, и в среднем 67% это эффективность прививки от гриппа. И в зависимости от разных групп населения, да, эффективность будет немножко варьироваться. Например, у людей, носителей вируса иммунодефицита человека, да, ВИЧ-положительных людей, эффективность этой прививки будет еще выше, она около 76%. Если мы говорим о здоровых взрослых людях, да, то это будет где-то 70%, а у детей до 5 лет 66%. Это результаты именно клинических исследований прививки. Есть, конечно, данные и другие, да, когда брали уже какие-то группы в реальной жизни, да, не в клинических исследованиях, так называемые эпидемиологические исследования. Там цифры могут получиться совсем другие. Например, я вот нашла одно исследование, что среди взрослых здоровых людей, не относящихся к группам риска, среди невакцинированных людей заболеет в сезон 16% людей, да, а среди вакцинированных заболеет 10% людей. Конечно, вероятность заболеть ниже, да, если ты получил эту вакцину, но при этом она какая-то не впечатляющий эффект имеет, да, эта вакцина, если так посмотреть, 16%, 10%. Но опять же, это всего лишь одно исследование, их очень много разных, и как бы нельзя точно сказать, что вот прям такая вот эффективность и точка. Здесь надо сказать, что на самом деле грипп, конечно, для взрослых здоровых людей он большой опасности не представляет, и эта прививка, она больше нацелена на группы риска, да, в которых уже будет процент вот этих заболевших и тем более умерших невакцинированных и вакцинированных людей будет очень сильно отличаться. Ну вот, много я наговорила такой теоретической информации, теперь уже если переходить к практической части, то существуют группы риска, да, если мы говорим о гриппе, и этим людям очень сильно рекомендуется эту прививку делать. Что это за группы риска? Ну, во-первых, это беременные женщины, также это пожилые люди 60+, дети, начиная с 6 месяцев до 5 лет, люди, имеющие какие-то хронические тяжелые заболевания и медицинские работники. Это группы риска. И общая рекомендация для всего населения такова, что в принципе можно эту прививку не делать, да, она не является обязательной, она не является такой зоной какой-то социальной ответственности, да, то есть если вы обычный здоровый взрослый человек, то что вы эту прививку не сделаете, как-то очень сильно на течение эпидемии не повлияет. Таким образом, есть два случая, когда эту прививку делать нужно. И первый случай, уже вы, наверное, догадались, это если вы входите в группу риска, то очень сильно вам рекомендуется сделать эту прививку. Ну, конечно, никто не может вас заставить, да, но если вы понимаете сами, что риск заболеть в тяжелой форме гриппом и попасть в больницу или даже умереть у вас высокий, то, конечно, лучше эту прививку сделать и обезопасить себя. Но есть еще вторая группа людей, которые тоже должны эту прививку делать. Это люди, которые очень тесно и активно контактируют с группами риска. Ну, в первую очередь, это, конечно же, медработники. И много исследований есть на тему влияния вакцинации медработников на смертность пациентов от гриппа, и это влияние очень существенное. То есть, если коллектив медицинских работников вакцинирован, то смертность пациентов от гриппа значительно снижается. И здесь уже получается такая зона социальной ответственности, да, нужно обязательно эту прививку делать, но если по какой-то причине вы очень сильно не хотите делать или у вас есть противопоказания, тогда при общении с группами риска в сезон гриппа вы должны все время носить медицинскую маску.
Кроме медицинских работников, кто может входить в эту категорию? Люди, которые, например, ухаживают за стариками в домах престарелых, люди, которые общаются с беременными по какой-то причине, там инструктора йоги для беременных, я не знаю, кто там еще общается. Также родители, у которых маленькие дети, у маленьких детей вероятность умереть от гриппа тоже достаточно высокая. Ну и если вы живете на одной жилплощади с человеком, у которого хронические заболевания, который старше 60 лет, тоже, конечно, вы должны обезопасить его от гриппа, сами сделав прививку. Если вы к этим двум категориям никак не относитесь, то если вы не хотите делать эту прививку, в принципе, никто вас заставлять не будет, и вы можете с чистой совестью ее не делать. Но если уже говорить о моем личном мнении, я очень сильно рекомендую сделать эту прививку, потому что она действительно имеет такой кумулятивный эффект в течение, если вы ее делаете много лет, и вы начинаете меньше болеть, в принципе, острыми респираторными вирусными заболеваниями, да, и не только гриппом. Ну, это уже как бы каждый человек решает сам, хочет он стать на эту дорожку или нет. Естественно, тут сразу возникает много людей, которые никогда в жизни никаких прививок не делали и вообще не болеют, но замечательно. Есть люди с очень хорошим иммунитетом, которым никакие прививки от гриппа не нужны, они и так не заболеют. Есть люди, которые сделали эту прививку и все равно заболели. Я знаю таких людей, несколько человек. Да? И такое тоже возможно, потому что прививка не имеет стопроцентной эффективности. Но если брать статистический анализ, да, если брать всю популяцию и проанализировать, как сказывается вакцинация от гриппа в принципе на заболеваемости, выживаемости групп риска, например, то положительное влияние очевидно. Если вы в этом обществе являетесь человеком непосредственно связанным с группами риска или сами в нее входите, то здесь вопрос вакцинации уже для вас становится критическим. И вы должны очень хорошо подумать, прежде чем от этой прививки отказываться. Надеюсь, что вам стало более-менее понятно все, что касается прививки от гриппа. Я стараюсь всегда никому ничего не навязывать, да, если это такая сфера, где человек может выбирать, да, потому что не все сферы такие, в некоторых приходится как бы думать не только о себе, а думать о влиянии своих действий на окружающих людей. Но в случае с гриппом тут такая ситуация, да, как я вам описала, и вы можете сами решать, хотите вы делать эту прививку или нет, и насколько важно вам ее сделать. Но в любом случае желаю вам не болеть, оставаться здоровыми, не болеть ни гриппом, ни ковидом, ни какими другими заболеваниями. И желаю вам отличного настроения. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а мы с вами увидимся в следующий раз. Пока!